Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 8-я серия города, в котором меня нет. Погнали! Так, ну мы там же остановились. Да. Я очень надеюсь, что это мама Сатору. Пришел. Ну, вряд ли, иначе бы такой интриги бы не было. Нет. Очень надеюсь, что это мама. Тогда кто? И что это сейчас было? Я не понял, там ей что? Сумку, ту зеленую оставили? О, жареные сосиски. Доброе утро. Воистину доброе, Доброе. воистину. Жареные Ты сосиски. зачем так рано встала? Зачем? Разве не ясно? Ты ведь снова в школу пораньше идешь? Это Приятного. 100% была его мама. 100%. Не нужно так жадно уплетать. Так быстро. Сатору, можно задать тебе вопрос? Ага. С кем ты встречаешься в такую рань? 100% мама. Секрет. Надеюсь, ничего плохого не делаешь? Фактически нет. Тогда ладно. Юридически... Я ушел. Постой. Вот, возьми. Раз так рано уходишь, к обеду точно проголодаешься. Ага. Спасибо, Не, ну мама. это его мама. По-любому. Это его мама была. Только вот не понимаю, почему она сразу там не объявилась, не сказала. Хиназуки, доброе утро. Доброе утро, Сатору. Вот, перекуси. Разве это не твой завтрак? Я уже поел, бери. Ничего себе. Прости, Кайо, тебе, наверное, скучно. Сюда бы телевизор. Не волнуйся. Хироми мне вчера кучу книг принес. Ну зато без побоев. Думаю, придется побыть здесь еще пару дней. Хорошо. Была вкусная. Ладно, зайду после школы. Душевно, душевно. Причем жалко ее, учитывая, что мы знаем абсолютно все, что происходит с ней вдвойне. Прямо в сердце. Положила все, что любит мой сын, Фуджинума Сачика. Ну это ну все. Все, мы поняли же, там Чёрт. интриги никакой. Ученики начальной Идзуми уже идут в школу. И? Похоже, я задержался. Еще как, чувак. Не хочу произносить прощальную речь на выпускном. Что? Почему? Ты меньше боишься толпы, Ая. Не волнуйся, ты обязательно справишься. Наканиши Ая. Просто наберись смелости. На Каниши Ая. Причем он тут вообще... Стоп. Похоже, Кайо и сегодня не придет. Фуджинума, не знаешь, что с ней? Нет. Дома ее снова не застал. Что ж случилось-то? Может, простыла? Простыла не сообщила в школу? Как-то странно. Что же случилось? Обычно ее мама звонит в школу. Она много пропускает. Мне бы столько отдыхать. Ну вообще могла бы позвонить. Насколько я знаю Кайо, она может прийти в любой момент. Так что начнем урок. Ненавижу, но хорошо. Ладно. Понятно. Да. Ты снова заходил к ней? Волнуешься, наверное? Ага. А с виду и не скажешь. Учитель, вы сами говорили. В таких ситуациях нужно быть спокойным. Верно. Я звонил ей вчера и сегодня, но никто не ответил. Даже ее матери на работу звонил, но ее там не было. Учитель,
Может, сообщить в полицию или детский центр? Давно Полиция? пора. Уверен? Не думаешь, что приезд полиции доставит кое-кому проблем? Кому? Я звонил в детский центр. Сегодня они едут к ней. Я поеду вместе с ними. Наверняка корень проблемы у нее дома. Без стараний ничего не добьешься. Еще одно мое выражение. Спасибо, учитель. Вот 100% это этот препод. Вот Яшера все же начал действовать. Отлично. все же? Давно пора уже начать действовать. Госпожа Хиназуки, мы из бюро развития Ишикари. А, к ее мамаше приехали. Никого нет. Свет горит. Наверняка кто-то дома. Может, зайдем со двора? Госпожа Хиназуки, вы дома? Кайо, Там дверь открыта. я вхожу. Учитель! Все в порядке. Ответственность беру на себя. Ладно, бери, но... Она пропала 3 дня назад. Пусть проверит. Да, еще тот свинарник. Ну, конечно, все по шаблону. Свет и плита включены. Недоеденная порция на одного. Пальто Кайо нет. Ее мать совсем недавно была здесь. Скорее всего, сбежала через заднюю дверь, когда мы Ага, ну она, то приехали. есть, вот там открыто было, и она Проклятие. сюда выбежала. Думал, хотя бы девочку заберем. Придем завтра утром. Вряд ли мать вернется, пока мы здесь. Поэтому сейчас лучше Кажется, это уйти. Сатору. Да, это Думаете, Сатору. с девочкой все в порядке? Можно попросить полицию поискать мать. Не надо. Мне кажется, Кайо в порядке. Точнее, я в этом Как уверен. тебе... Раз вы так говорите, пока что пусть мать думает, что мы сдались. Вот как он К тебе приезжали люди из детского центра. Вместе с учителем Яшей. может быть уверен? Твоей мамы дома не было. Думаю, все решится в течение пары дней. Кайо, тебя разлучат с матерью. Ура! Ничего не сделает меня счастливой. Если Хиназуки Кайо возьмут под опеку, больше ее мы не увидим. Все будет хорошо. Когда думаю о вас, на душе становится очень тепло. Сатору, хоть уже и поздно, а вот твой подарок. Держи. Завтра отдам твой подарок. Обещаю. Ну, такой символичный жест. Очень красивый. Всегда подарок от души, Этот момент сделан своими руками. я ждал целую вечность. Ну вот он асоциален. Не знал, что ты такой плакса, Сатору. Ой, Слушай, Сатору, переночуй здесь. Как смело! Да нет же. Вчера ночью кто-то приходил Во-во. сюда, но меня не нашел. Было страшно. Еще как. Может, ночной охранник или школьный вахтер? Больше ничего? кто-то порнушку спрятать принес. Это был взрослый. Он пнул коробку, будто очень разозлился. Заглянем внутрь. Надеюсь, там порнушка. Вот дает. Только не говори, что там. Мама. Это что за намек? Лишь я сразу догадался, зачем здесь все эти Да вещи. понятное дело. Также я наконец понял, что второй жертвой серийного убийцы была Наканиши Ая, ученица этой школы. А, та девочка. Мы все еще не выбрались из смертельной пещеры. Еще нет. Только вот непонятно, почему... Вот только непонятно, почему убийца явился туда, все эти вещи оставил, ударил там что-то и ушел. Ну, будем надеяться, что он правда не знал, что Хинадзуки находится в этом трейлере, что она прячется. Но это, скорее всего, не ее мама. Мне кажется, что просто убийство Хинадзуки и Наканиши Айри просто совпало.
Ну, мне так показалось. Мне кажется, вот что случилось. Мне кажется, когда Хинадзуки умерла, вот Хинадзуки умерла, убийца убил Наканиши Айри, вот мне так кажется. И просто на этом фоне обоих заложил. Вот так. Ну, мне так кажется. Вот конкретно хочется сейчас акцент сделать на Сатору. Хочу вот в этом маленьком видео про него сказать. Дело в том, что Сатору уже вот к 29 как-то там летнему возрасту было немного, был асоциальной личностью. Он даже не интересовался тем фактом, чтобы подружиться с коллегами, чтобы с ними разговориться. Между прочим, это хороший момент, вот когда он доверился своему менеджеру, да, пришел к нему, тот предложил ему поесть и сразу сдал его в полицию. А как он по-другому? А он не мог по-другому это знать. Любой бы, если честно, логически бы догадался, что никому идти нельзя и все рассказывать подобное. Но он этого не знал. И это логично, между прочим, потому что человек, он был всегда необщительный. Человек, он был всегда, такой, неактивный в социальном обществе. Всегда был замкнут всегда. Понятно, почему он был замкнут. Он был замкнут из-за того, что в детстве случилось большое несчастье, в котором он косвенно был замешан. Это оставляет отпечаток, очень сильный. Но сейчас ему выпал шанс исправить все это, то есть свою детскую рану залечить. Самому. Может быть, поэтому ему Бог или что там такое дал ему подобную способность. И вот я к чему все это? Вот эти перчатки, которые Хинадзуки ему подарила, это, знаете, это, вот как мне кажется, это символ того, что он потихоньку вот начинает исправлять себя как человек. Это для него вот эти перчатки значили больше, чем вся его 30-летняя жизнь. Этот момент я ждал целую вечность. Вот просто, когда другой человек от души тебе сделает подарок. Сделает подарок. То есть не подарит что-то, а сделает тебе подарок, и подарит тебе его. Искренне это сделает. Поэтому очень душевные вот эти места, когда он в прошлом. Это очень глубокая на самом деле мысль заложена. Во-первых, здесь социальный посыл, что нужно быть очень осторожным. Всегда надо быть очень осторожным. Это первое. А во-вторых, не надо закрываться в собственном коконе. Вот даже вспомнил я сейчас фразу из «Джентльменов». Из фильма «Джентльменов», фильм Гая Ричи, один из его шедевральных фильмов. Если у вас проблемы, посоветуйтесь с друзьями, родными, найдите решение. Но нет, проще устроить свинство. Ну, это сейчас немножечко не к этой ситуации, но вы меня поняли, я надеюсь. Эпизод 8. Спираль. Спираль. Между 9 и 11 вечера Хинадзуки Кайо пропала из сарая, где ее оставила мать. Так. Следы, предыдущее оставленные вокруг сарая, совпали влияние. с резиновыми сапогами семьи Ширатори. Так. Преступник обрызгал ее, чтобы она быстрее замерзла в морозильной камере. Очень умно. Затем вернул тело в сарай до восхода. В автобусе оставаться нельзя. Он в самом центре временной петли. Нужно отсюда уходить. Да, уже пора на самом деле. Да, согласен. Мы хотели спрятать Хину, но все это довольно страшно. Еще как. Эти вещи. Да. Нельзя, чтобы ее нашел извращенец. Сатору, у тебя есть запасной план? Нет. Есть. Да ладно. Хорошо. Тогда уходим. И куда? Куда он, интересно, ее потащит? Домой, что ли? Запомни, это его след. А это... Как-то слишком хорошо отпечатался. Черный А, порошок. это всего лишь грязь. Так что тогда да. Мокрый. Прессованный уголь? Неужели это тоже принадлежит ему? Чё это?
А при чем здесь прессованный уголь? Черт! Черт! Сатору, незачем так убиваться. Да что он психует? Ты прав. Верно. Чем это поможет? Что ж, пора идти. Хорошее было убежище. Да, прикольно, кстати. Которая ночью приходит незнакомец. Да, тоже не каналифо. Сейчас нужно увести Хинозуки как можно дальше от этой смертельной петли. Пусть даже силой. Детский центр уже подключился, а вместе мы изменим будущее. Непременно. Фуджинума. И это твой запасной план, Сатору? Че Да. это такое? Правда просто? Всего один шаг. Зачем тогда все это было? Я дома. Да, к слову. С возвращением. Да-да. Добрый вечер. Сатору, объяснись. Еще как, давай. Таков результат того, что я ее не бросил. Да. Молодцы, дети. Я знал, что ты так скажешь. Хотя думал, что сперва влетит, Еще как. сказал в голос. Тебя не за что ругать. Ты же подруге помогал. Ну вообще, учитывая, какова Почувствовал ситуация... запах, как только открыл дверь. Я догадалась, что ты скоро вернешься, но не знала, сколько гостей приведешь, поэтому приготовила карри. А, думал только Я одно. настолько предсказуем. Не стойте там. Садитесь, карри поедите. Предсказуем, не предсказуем, Не мама. откажусь. С удовольствием. Что бы ты делала со всем этим карри, вернись я один. Ну, карри ведь долго хранится. Ну, да, я не знал. Вот, возьмите. Спасибо. Было очень вкусно. Что ж, со стола сама уберу. Но тарелки мойте сами. Правильно. Знаю. Пока. 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 Кому Алло? звонишь? Это мать Фуджинума Сатору. Так. Господин Яшера, Сатору привел к нам Каю. Ну, вот это адекватное... Вот как. Здорово. Адекватное... Я решение. предполагал, что так будет. Адекватное действие. Скажите, получается, теперь Каю заберут в приют при любом исходе? Хороший вопрос. Признаться, понятия не имею. Да, с матерью Каи я так и не встретился. Но у меня к вам просьба, госпожа Фуджинума. Поняла. Тогда завтра в 7. Кайо, можешь переночевать у нас? Нормально. Ну, видимо, они там Доброй договаривались ночи. уже ее. Простите за поздний звонок. Я Яшера Гако, учитель изначальной Микото. Звоню насчет Кайо. Это чудо-парень. Правда крутой? Пока все логично, все действует. Кто первый пойдет мыться? А? Иди первая. Хорошо, но... А почему бы нам не помыться вместе? Видимо, в последний раз, когда ее мыли... Кайо, помыть тебе голову? Я и сама могу. Да ладно тебе. Нигде не щиплет, госпожа? Видимо, у нее плохие ассоциации очень А сильно. может... Защекочу, защекочу, защекочу. Обычно в такие моменты, когда ее мыли, ее избивали. Если мы помним сцену с раковиной. А здесь? А ты что подслушиваешь? Соберись, тебе 29. Не вытришь волосы, простудишься. Вы представляете сейчас, каково я? Похоже, Чисто вам было весело. Да. Было тепло. впервые ощутила, что такое материнская забота. Ясно. Что? Эти пижамы? Да, заранее купила. Просто демон. Держи, она постирана. Да. Сатору, смялась. Потяни за этот край. Мы будто в школьной поездке. Напоминает прекрасный ночной вид с Да. горы Хакодате. И снова прекрасная Ты никогда не рисовка, был на прекрасный Хоккайдо. кадр.
Черт! Ну, в смысле, на фото видел. Ладно, пора спать. Хорошо. Ты чего? Дома мы не используем ночник. Вот как? Тогда выключу. Нет, пусть будет. Не выключай. Хорошо. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не, ну, это... Представляете, каково, а? Маленькому ребенку. Я тут лишняя? Да, Конечно, нет. Я тут Ты лишний. сказал да? сказал в голос. За что? Да. А ну, тихо. Да. Лучше. Перестань. Нетушки. Совсем дурак. Ну тут реально он тупанул. Я тут лишний. Неловкое молчание. Да. Вот от этих пейзажей я просто, ну, с ума скажу, на самом деле. Здесь это к этому, скажем так, особое внимание привито. Мне даже реально иногда кажется, что это реальные кадры. Доброе утро. То есть отсняты. Доброе утро. Доброе утро. Сатору, Кайо, ешьте, пока горячее. Ага. Приятного. Они пережили еще А 11 как же дней. Кари? Ужинать им будешь следующие несколько дней. Там же еще на 6 хватит. Ну так снова друзей пригласи. Слушайте, мне кажется, у нее удивление за удивлением. Офанарить. Представляете, вот как много может значить для человека приготовленная еда. Вот просто внимание. Вот просто внимание. Ну вот все, вот она прорвала, вот этот, вот все, весь этот вечер, все это утро, вот, ну, она не выдержала уже, ну не может уже, вот держала в себе и все, вырвала. Вы понимаете, почему, кстати, яичница белый и золотистый в середине? Красивый символизм, очень классно подобран. Так. Угомонись и приби доброе личико. Мама. Сука. Ей хана. Кайо, где тебя носило все это время? Ах ты! Вы! Пожалуйста, скажите ей, что мы сейчас ее арестуем к черту. Ну вот, опять на самом интересном остановили. Да. Ну, сильная серия. Вот довели до просто... Вот держалась девочка, держалась, вот переваривала в себе. Переваривала, а потом просто один человек о ней позаботился. Ну как позаботился? Просто подружился, позаботился потом. Всего лишь один день. Один день материнской заботы для человека. Сколько может означать? Ну, это бесценно. Вот очень красиво и ярко здесь этот момент показан. Вот эмоция накопилась, и у нее прорвало. Вся стена, которую она выстроила внутри себя, просто снесло. Вот дамбу вот водой вот нахлынувших эмоций снесло. Я никак не могу просто вот сейчас представить, каково ей сейчас. Вот само осознание того, что вот это нормально. Многого здесь говорить ни о чем не надо, потому что здесь вот все эти кадры просто за тебя говорят. Такой миниатюрный символизм присутствовал в этой серии, очень красивый. Ночник, вот кстати, ночник, когда они не выключили и когда оставили, такой теплый свет. Дома мы не используем ночник. Вот как? Спасибо. Спокойной ночи. Это тоже символ.
Это все символ позитивного отношения вот в этих моментах. Тут все, музыка работает, кадр работает на то, чтобы выстроить эмоцию. На то, чтобы вот выстроить эмоцию, сюжетно выстроить эмоцию, и девочка, ну вот, вобрала в себя все это. И когда она вобрала все это в себя, ей стало хорошо. Еда это тоже, между прочим, подчеркивает. Что было до этого и как стало. Не знаю, может, я, кстати, хотел еще подчеркнуть вот такой момент. Может быть, поэтому и зимой сюжет в основном сделан, ну, прошлого. Потому что, ну, вообще можно символизировать по-разному, но снег многие авторы, многие режиссеры, многие писатели трактовали всегда по-разному. Для одних снег это чистота во всем, а для других снег это пустота, одиночество, смерть. Серьезно. Ну, не знаю, возможно, тут вообще одно и то же. Просто, сейчас я бы, конечно, перемудрил, может быть, но эта серия дала мне пищу для размышлений. Так думать, так размышлять, так анализировать, так представлять себе вообще, что тут как и все означает. Но отдельная похвала пейзажа. Но, скорее всего, это компьютерную графику использовали для того, чтобы выстроить очень красиво пейзажи. Когда там вот, например, забыл, как называется, кадр, когда они смотрят там сверху на город. На ночной город. Ну, просто великолепно, выше всяких похвал. Я реально думаю, на самом деле, что они сперва сняли это на камеру, а потом они это как-то обрисовали, вот потом они кадр за кадром разрисовали. Вот раньше использовался такой момент. Мне кажется, либо это, либо компьютерный график, либо это вообще реальная съемка. Ладно. Это была 8-я серия аниме «Город, в котором меня нет». Спасибо, если смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 9-й серии.